Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание 15 июню и поговорим о том, что нельзя делать в день Никифора для того, чтобы не лишиться денег в вашей жизни. И обязательно досмотрите это видео до конца, а также поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете изобилия, благополучия и добра, для того, чтобы они знали, что именно 15 июня нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые беды в свою жизнь. Итак, друзья, в народном календаре 15 июня почитали память святителя Никифора Исповедника. И почти все народные приметы и запреты этого дня были так или иначе связаны с различными переговорами. Говорят, что если в этот день провести их, то вы можете лишиться крупной денежной суммы. Также сегодня нельзя ни в коем случае заниматься планированием и бытовыми работами. А народный праздник сегодня, друзья, Вьюн Зеленый, который отмечается 15 июня. И в этот день поздравляли пары, которые сочетались браком в текущем году. Хозяйки сегодня украшали дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай. В эти дни, несмотря на самый разгар полевых работ, молодежь по вечерам собиралась на игрища, водили хороводы и пели песни. В этот день обряд чествования новобрачных был похож на праздничные зимние колядки. Этот старинный обряд называется вьюнец. Нарядно одетая молодежь собиралась утром и шла по селу или деревне с песнями, танцами и заготовленными заранее несколькими букетиками вьюночков. Они могли постучать в любую дверь. Если в доме не было молодых пар, хозяева откупались яйцами и троекратным поцелуем с кем-нибудь из гуляющих. А найдя новобрачных, молодежь дарила им цветы, пела специальные песенки и водила хоровод. Нередко в роли певцов выступали маленькие дети, которых в этот день называли вьюнцами. Молодые муж и жена выходили к толпе, смотрели на хороводы, слушали песни, могли сами поучаствовать в таком представлении. После этого они должны были обязательно отблагодарить гостей. Взрослых угощали вином, пивом, медом и орехами, ну а маленьких квасом, пряниками и конфетами. Иногда дарили деньги. Вечером обряд повторялся. По домам уже ходили люди постарше. Молодежь в это время устраивала посиделки. И, друзья, что же нельзя делать 15 июня в день Никифора? Женщинам в этот день ни в коем случае нельзя подметать. В противном случае с мусором можно вымести из своей жизни благополучие, здоровье и, что немаловажно, финансовую стабильность. Пылесосить в этот день также нельзя. Запрещается в этот день, 15 июня, надевать вещи с металлической фурнитурой. Тот, кто ослушается этого запрета, может столкнуться с большими жизненными трудностями. Нельзя в этот день печалиться и оплакивать тех, кого давно уже нет в мире живых. В противном случае они будут приходить к вам во снах и напоминать о печалях. Нельзя в этот день купаться в открытых водоемах. Также нельзя стирать и полоскать в них белье. Согласно народным приметам, русалки околдуют и унесут человека на дно. Девушки не должны в этот день много времени были уделять своей прическе. В народе говорили, что в этот день наводить красоту сильно не стоит, ведь могут прийти темные силы и все испортить. Также именно сегодня, 15 июня, нельзя было выходить на охоту. В противном случае можно было нарваться на злого и голодного медведя. 15 июня начинали заготавливать дубовую кору, обдирая ее с деревьев. Без дубовой коры не обходилось дубление кожи животных. Ну а чтобы выделать кожу более качественно, не подходила кожа старых и молодых стволов.
Нужно было собирать кору с дубовых деревьев возраста 10-15 лет. Также сны были вещие. Исполнится он скоро, но такой сон не исполнится полностью. И сновидение, увиденное именно днем 15 июня, будет пустым. Вот, друзья, такие вот народные приметы на сегодня, 15 июня. Пожалуйста, сегодня будьте осторожны и внимательны с деньгами и все, что связано с деньгами, для того, чтобы не привлечь и не навредить своему финансовому состоянию.